Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео покажу вам очень красивый способ закрытия петель вот такой фактурной кромкой из изнаночных петель. Смотрится необычно, оригинально. Такой способ закрытия петель подойдет для закрытия узоров, где вот изнаночная гладь или платочная вязка. Смотрится очень гармонично. Если вы будете закрывать петли узора лицевой глади, то тоже такая кромка будет выделяться. Она закругленная, смотрится аккуратно и вяжется очень просто. Сейчас покажу, как закрывать петли. Закрывать петли необходимо на лицевой стороне, и в начале от кромки необходимо набрать дополнительно еще 2 петли. И для этого вводим спицу за вторую стеночку первой петли, захватываем рабочую нить, вытягиваем на правую спицу петлю и затем перекидываем ее на левую спицу, перекрещивая. Теперь за новую петельку вводим крючок также за вторую стеночку, захватываем рабочую нить, вытягиваем новую петлю, немножко ее выравниваем и перекрещивая, перекидываем обратно на левую спицу. Итак, дополнительно набрали 2 петли. И теперь приступаем к закрытию петель. Вначале рабочую нить переносим впереди спицы для вязания изнаночной и провязываем вот первую петлю изнаночной классической, затем вторую петлю тоже провязываем изнаночной классической. И теперь получается первую петлю уже основного полотна вместе со второй петлей провязываем вместе, тоже изнаночной. Таким образом у нас ушла 1 петля. Теперь 3 провязанных петли перекидываем обратно на левую спицу. И далее повторяем одни и те же действия. Теперь рабочую нить переносим впереди спицы, как для вязания изнаночной классической. Провязываем первую петлю изнаночной, вторую петлю изнаночной и далее третью петлю провязываем вместе со следующей петлей основного полотна. И таким образом мы убавили еще 1 петлю. 3 петли с правой спицы переснимаем на левую. Переносим рабочую нить впереди спицы и повторяем те же действия. 2 изнаночных и 3 изнаночная вместе с петлей основного полотна 1 изнаночной. Переносим петли обратно на левую спицу. Перемещаем рабочую нить и вновь повторяем изнаночная, вторая изнаночная и далее 2 изнаночные вместе 1 изнаночной. Переснимаем петли, переносим рабочую нить и повторяем изнаночная, вторая изнаночная и 3 изнаночная вместе с петлей основного полотна 1 изнаночной. Переснимаем петли. И таким образом вы видите, что уже вот вязание перемещается и закрываются постепенно петли. И таким образом закрываем петли до последней, вот до края вязания. Заканчиваю ряд закрытия петель. Посмотрите, какая фактурная закругленная планка получается по верху лицевой глади. И у меня на спице осталось 4 петли. Переношу рабочую нить, провязываю, как обычно, первые 2 петли изнаночными, первая, вторая и 3 петля вместе с последней петлей основного полотна провязываю вместе. И далее, по сути, у меня закончились все петли основного полотна. Обрезаю нить. Обрезав нить, у нас остается 3 петли на спице.
И теперь можно с помощью крючка убираю спицу и сквозь эти петли протягиваю отрезок нити. Здесь сверху можно закрепить нить, протянуть сквозь 2 петли, сквозь 1 петлю и далее этот кончик спрятать на изнанке. Дорогие рукодельницы, сравните, как смотрится такой фактурный край на 2 образцах. Вот из более толстой пряжи на лицевой глади и из тонкого хлопка при закрытии петель на таком же фактурном узоре. Я надеюсь, вам был полезен этот видеоурок. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.